Один из важных сюжетов, которые мы еще не обсудили, недавнее открытое письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину. В нем украинский президент предложил российскому остановить войну. Предложение это не новое. Вариант заморозки войны лежит на столе уже давно. Он не требует от Путина ни каких-то усилий, ни уступок, только признание того факта, что война в тупике и ничего в Украине он уже не навоюет. Путин же заявляет, российская армия, мол, наступает по всем направлениям и нет никакого смысла останавливаться. Парадокс в том, что эти два утверждения, война в тупике и российская армия постоянно наступает, не особо-то друг другу противоречат, как ни странно. Нужно просто разобраться, о какого рода наступлении идет речь. О чем сегодня и поговорим. Мы не раз обсуждали, восток Украины и особенно Донбасс – это регион, населенный достаточно густо. От одного города до другого зачастую можно дойти пешком. А поселки городского типа и села встречаются и того чаще. И эта особенность парадоксальным образом одновременно и мешает, и помогает Путину вести войну. Играет как в минус, так и в плюс. Начнем с очевидного минуса. Наступление в такой местности стоит огромной крови. О чем накануне войны, 3 февраля 22-го, предупреждал ведущий российский военный эксперт, полковник в отставке Михаил Ходоренок. Городская среда помогает обороняющимся, замедляет движение атакующих, позволяет разместить рекордное количество бойцов на единицу площади, компенсирует отставание в силах и технологиях. А на Украине городов более чем достаточно. Так что российская армия в ходе гипотетической войны с Украиной может встретиться далеко не с одним Сталинградом и Грозным. Никакого блицкрига не будет. Вооруженный конфликт с Украиной в настоящее время в корне не отвечает национальным интересам России. С другой стороны, большое количество населенных пунктов и малое расстояние между ними позволяет российскому официозу заявлять о своих победах непрерывно. На каком-то участке местности города, поселки городского типа и села могут быть расположены, грубо говоря, через каждый километр. Прошел километр, заявил о взятии поселка. Прошел еще один, заявил о взятии другого. Таким образом формируется новостная лента, состоящая из сплошных побед. А в силу того, что на тактическом уровне линия фронта регулярно колеблется в обе стороны, о взятии одного и того же населенного пункта можно сообщать по несколько раз. И каждый раз говорить об очередной победе. Еще до того, как вся страна узнала про Малую Токмачку, мы на этом канале проводили пример село Лобковое. До войны там жили 70 человек. Однако его взятие обсуждалось на федеральном уровне, причем не раз. 20 января 23-го о том, что Лобковое освобождено, возвестил на брифинге еще Игорь Коношенков. Правда, ударение он поставил иначе. На Запорожском направлении успешным наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. В районе населенного пункта Каменская Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины. Также в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США. Да, соседняя Малая Токмачка в той сводке тоже фигурировала, но сейчас речь не о ней. В следующий раз российские войска взяли Лобковое 3 апреля 25 года. Взятие Лобкового расширяет наш плацдарм в Запорожье и позволяет разрезать оборону противника, который сохраняет большие силы в Орехове. Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков на следующий день написал следующее. Мы опять пошли вперед, как трудолюбивый мул, маленькими шагами, неторопливо, но все-таки вверх. Взяли Лобковое, это мне говорит о том, что Запорожье и Херсонщина, как и Донбасс, ссыпается золотом земли в наши русские закрома. Аж до конца 25 года не было дефицита в так называемых победах. Каждый день на брифингах, в сюжетах теленовостей и сообщениях военблогеров звучали какие-то населенные пункты, которые так и сыпались, значит, в наши закрома. И даже если какие-то из них назывались по несколько раз, это было не так-то и просто заметить. Информационный фон создавался вполне определенный. Российская армия постоянно наступает. Путин идет от победы к победе. На такое впечатление все прошлые годы работала, если так можно выразиться, официальная картография. Она использовала прием, известный еще с Первой мировой. Карты публикуют в максимальном масштабе, чтобы продвижение на 500 метров выглядело как нечто грандиозное.
В нашем случае, чтобы закрашенная территория занимала половину телевизионного экрана. Все это дает возможность не увидеть леса за деревьями. Да, на тактическом уровне фронт постоянно в движении. Но на уровне оперативно-тактическом, даже по официальным данным, изменения происходят крайне редко. В последний раз это случилось аж 7 месяцев назад, в декабре 25-го, когда Минобороны заявила о полном контроле над Покровском, где раньше жили 60 тысяч человек. На уровне же оперативно-стратегическом фронт стоит уже не 1 год. Поставим себя на место будущего школьника, который в учебнике истории увидит карту российско-украинской войны лета 22-го и лета 26-го года. Пускай это будут карты от РИА Новостей даже. У них самая ранняя доступная от 10 июля 22-го. Если школьники и обратят внимание на какие-то изменения, то как раз на те, которые в пользу ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. Но большинство учащихся вряд ли заметит разницу и не поймут, зачем вообще Россия воевала 4 года подряд. На большой карте даже Покровск без лупы не найти, хотя этот город имел оперативное значение. Что уж говорить про село Лобковое или Малую Токмачку. Путинская дипломатия часто использует такое выражение. Надо, мол, признать реалии на земле. Ирония в том, что сделать это по-настоящему, то есть признать реальность, предлагает как раз официальный Киев вместе с Вашингтоном и Брюсселем. Поговорим об этом дальше после короткой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. В мировом рейтинге свободы интернета Россия находится на одном уровне с Ираном, Китаем и Пакистаном. Хуже только в Северной Корее, которая занимает последнее место. В России планируют ввести плату за VPN-трафик, а площадки из белого списка должны отслеживать использование VPN пользователями, чтобы государство могло эффективнее блокировать VPN-сервисы. Но это не означает, что они перестанут работать обязательно. Нужно подобрать надежный сервис, который пережил не одну волну блокировок. Или сразу несколько таких сервисов на всякий случай. Например, подойдет Blank VPN, для которого новые ограничения – просто очередной вызов. С ними они успешно справляются уже 8 лет, одними из первых на рынке внедряя технологии обхода новых блокировок. Blank VPN стабильно занимает высокие позиции в моем VPN-рейтинге. Подключение выполняется в один клик в собственном приложении для iOS, macOS или Android. Скорость подключения до 10 гигабит в секунду с полным безлимитом как на количество устройств, так и на трафик. При этом Blank VPN анонимен. Даже его сотрудники не знают, какие сайты вы посещаете, что смотрите и где находитесь. А главное, Blank VPN дает 30 дней, чтобы вы могли попробовать сервис. Вам не нужно покупать кота в мешке. Если что-то не понравится, компания вернет деньги. Оплатить подписку можно с российской карты или криптовалютой. Поддержка у Blank VPN работает круглосуточно и ответит на любые вопросы. Поможет настроить обход белых списков или поставить VPN на роутер. Переходите по этому QR-коду или по ссылке в описании и устанавливайте Blank VPN. В ссылку уже встроен промокод CATS, который даст скидку до 66% и 30 дней гарантии возврата средств. Продолжим. Нынешняя линия разграничения между российской и украинской армиями по большому счету установилась еще в конце 2022 года. С тех пор ни у одной из сторон не было ни сил, ни средств сдвинуть линию боевого соприкосновения настолько, чтобы в масштабе Украины это можно было заметить невооруженным взглядом. А значит, разумно именно на этой линии боевые действия и остановить. Нет, то есть, разумно было их вообще не начинать, но об этом уж мы не говорим. Нет никакого смысла гробить сотни тысяч людей, чтобы сдвинуть эту линию еще на несколько километров. Да, можно отыскать такие участки фронта, где за последние 4 года армия России продвинулась не на несколько километров, а на несколько десятков. Но относительно масштабов событий и понесенных потерь, такое продвижение тоже вполне укладывается в формулировку «фронт стоит». Продолжать затяжную войну, тратить на нее все имеющиеся в стране ресурсы, убивать сотни человек в день, приносить в жертву будущее десятков миллионов, чтобы за несколько лет кое-где преодолеть расстояние, эквивалентное 40 минутам езды на машине. Это просто безумие, с какой стороны на это не посмотри. Потомки не оценят, они этих завоеваний на карте даже не разглядят. Вариант остановить войну там, где она плюс-минус и так застряла, окончательно сформировался к марту 2025 года. Можно было и раньше это сделать, но именно после ругани Трампа с Зеленским в Белом доме Путин получил наиболее комфортную стратегию выхода из войны, при которой Путин не теряет ничего,
А совсем даже наоборот. Трамповская Америка готова говорить с ним на равных, потихоньку снимать санкции и торговать. Весь 25-й год Путин от такого варианта отказывался. Логика такая. Если каждый день в сводках Минобороны звучат названия каких-то очередных населенных пунктов, то зачем же нам останавливаться? Только на картах эта завоевательная логика представляется следующим образом. Слева карта от марта 25 года, справа от июня 26. Напишите в комментариях, видна ли вам разница. Подчеркну, речь идет о 15 месяцах непрерывных боев с огромным числом жертв. В течение всех этих месяцев войну можно было остановить в любой момент. Но в представлении Путина это невыгодно, ведь российская армия все время наступала и побеждала. Вот только даже такие победы закончились в конце 25-го. В нынешнем же году возник дефицит побед. Российское наступление радикально замедлилось. Даже относительно черепашьих темпов прошлого года тоже замедлилось. И оно ставит в тупик мониторинговые проекты. Движение по фронту сейчас ниже погрешности измерений. Мы в команде заморочились и посмотрели все сводки от Минобороны за последние 60 дней. За 2 месяца ведомство заявило о взятии 18 сел на протяжении всей линии фронта, которая, по словам Путина, составляет 2000 километров. Названия этих сел вы сейчас видите на экране. Из этих 18 сел на направлении главного удара, то есть на Донбассе, находятся только 6. Ильиновка, Кривая Лука, Николаевка, Озерная, Тихоновка и Химик. Население каждого до войны составляло от 100 до 1000 человек. Погода теплая, грунт сухой, нет никакой распутицы. Но вместе наивысшего приложения усилий на Донбассе российская армия, по заявлениям Минобороны даже, берет по одному селу раз в 10 дней. Причем достоверность даже этих заявлений еще стоит под вопросом. Если верить Белоусову и Герасимову, так армия России до сих пор полностью контролирует Купянск, а Малую Токмачку, будь она неладна, взяла еще в ноябре прошлого года. Что такое 60 дней боев для нынешней российской армии? Это никак не меньше 15 тысяч убитых российских солдат. Как за целую войну в Афганистане, в котором Советский Союз воевал 10 лет. Почему именно 15 тысяч? Медиазона еще не посчитала некрологи за 25-й и толком даже не начинала считать за 26-й год. За 24-й им удалось выявить почти 90 тысяч убитых. То есть 245 погибших каждый день. И это только те потери, которые известны публично. Если сделать огромное допущение и предположить, что в 26-м потери российской армии сохраняются на уровне 2-летней давности, то каждые 2 месяца получается по Афганистану. Правда, у нас нет ни малейших оснований думать, будто потери российской армии не растут год от года. На этой войне каждый следующий год более кровавый, чем предыдущий. В своем письме Путину Зеленский заявляет, что в настоящий момент ВСУ выводит из строя по 30 тысяч российских военнослужащих каждый месяц. Это и убитые, и тяжело раненые. По словам Зеленского, убитые из этого числа составляют не менее 63%, не менее 19 тысяч человек, то есть по 630 каждый день. На войне принято завышать потери неприятеля, однако Зеленский, если и преувеличивает, то не на порядок. И вполне вероятно, что даже не в разы. Превышение числа убитых над числом раненых, на которое указывает Зеленский, тоже не выглядит фантастично. Дрон Камикадзе, если влетает в человека, обычно сразу поражает его наповал. А если и нет, то эвакуировать раненого из килл-зоны все равно нереально. Письмо Зеленского Путину сформулировано очень дерзко. В нем украинский лидер не только говорит о российских потерях, но перечисляет путинские провалы, напоминает ему про возраст и более чем 26-летнее пребывание у власти. Сущностная же часть совсем в другом. Зеленский вновь повторяет: вариант заморозки войны по той линии фронта, которая и так почти не меняется, по-прежнему лежит на столе. Бои можно прекратить в любой момент. Можно пригласить американцев, чтобы они осуществили мониторинг за соблюдением режима прекращения огня. Письмо Зеленского содержит также предложение о личной встрече с Путиным. Швейцарии, Турции или одной из развитых арабских стран. Тут важно сказать, такая встреча не означает мирного договора. Он невозможен априори. Мирный договор предполагает, что между странами юридически урегулированы все или большинство спорных вопросов.
Однако никакая украинская власть не признает путинские территориальные приобретения де юре. Кто бы ни был на посту президента Украины, он не сможет и не станет переделывать Конституцию и официально выводить какие-то земли из состава страны. Возможно иное, фактическое признание пресловутых реалий на земле. Украинская армия не может вернуть утраченные территории, а российская армия может захватить какие-то новые земли лишь в мизерных количествах и ценой огромных потерь, астрономических денежных затрат и убитого будущего для целой страны. Что явно не стоит того, чтобы сместить линию соприкосновения на километр или 5. Признать такую реальность и предлагает Зеленский. Политик, обладающий хотя бы минимальной ответственностью перед гражданами и как-то вообще ассоциирующий себя с Россией, мог бы просто пренебречь формой обращенного к нему письма, ответить на него по сути и согласиться на очевидный выход из войны. Встретившись с Зеленским или не встретившись с Зеленским, это не так важно. Личный контакт желателен, но не является обязательным условием и не заявлен как таковой. Путину с начала прошлого года в принципе никто никаких условий не ставит. Ему предлагают «остановись, где стоишь». Однако официальная позиция Путина состоит в следующем. Или окончательный мирный договор, или война. Полумеры в виде заморозки войны его, дескать, не интересуют. А встречаться с Зеленским, иначе как для принятия украинской капитуляции, он считает нецелесообразным. В переводе на русский это буквально означает: я, мол, намерен воевать бесконечно и положить на поле боя еще сотни тысяч. Никак иначе такую позицию понять нельзя. Воевать до последнего россиянина. Путин Зеленскому на его письмо ничего не ответил. Вместо этого он обратился к российским военнослужащим, находящимся на фронте. До завтра. Обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас. Вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья. Если первый из вас почему-либо не справится, его место займет второй. И далее по очереди. Кто-то из вас сгинет, но эту жертву я готов принять.